Класище. Опа, хороший карпуша. Ух ты. Ого, сломал кончик мне. Ничего себе. Ребята, всем привет! Охота на трофейного сазана продолжается. Я в этот раз взял с собой побольше разных наживок и взял с собой бутылочные донки. Значит, у меня план такой. Сейчас проплывусь по водоему, найду место, где он роется в кувшинках. Там буду пробовать рыбачить на боковой кивок. А бутылочные донки поставлю вокруг, в тех местах, где нет кувшинок. Недалеко от себя, где буду плавать. И посмотрим, будут поклевки или нет на эти донки. Я в этом году на них еще ни разу не рыбачил. Хочу проверить. Погода сегодня вроде бы как более-менее хорошая до обеда. После обеда стоит дождь с грозой. Полнолуние сегодня. Картина как бы не радужная для ловли рыбы, но попробую во всяком случае. Сейчас покажу бутылочные донки. Может, кто-то не видел, я там в прошлом году рыбачил на них. Бутылка, крючок. У меня, по-моему, тут стоят где 6 номер крючка, а где 4, леска 0,3 и грузики. Грузики по 90, по 95 грамм, тяжелые. 5 штучек у меня таких донок. Боковой кивок у меня тот же, на который я рыбачил в прошлый раз и на который рыбачу постоянно. Удочка фирмы Cold Dragon 5,7 метра, тест 120 грамм, катушка курковая усиленная, шнур 0,35 стоит у меня и мормышка с крючком 2 номера. Значит, на боковой кивок я буду цеплять опарыша в начале. Взял с собой червя. Попробую на опарыша, не будет на опарыша, буду пробовать червя. А для донок я взял горох и кукурузу. Так, вроде бы все подготовил. Плывем искать сазанчика. Шикарный водоем для рыбаков, которые любят рыбачить на боковой кивок. Здесь даже в ветреную погоду можно рыбачить на боковой кивок и не переживать. Заплыл лодкой в кувшинки, ветром не сносит, лодку никуда не тянет. И рыбачь себе. Можно закармливать точки, можно ловить по ройкам. Я сегодня буду рыбачить по ройкам, закармливать я ничего не буду.
Тут в начале, откуда я выплываю, роек нет. Поплыву вот туда прямо в конец водоема. Может там найду ройки. Ставим донки. Приплыл в место, где буду рыбачить. И вот так вот на чистом поставлю сейчас донки. Опа. О, есть. Глубина где-то 1,5 метра. И резинками фиксируем. Есть. И я решил ставить донки возле кувшинок, между кувшинками и руслом, получается, вот так вот. Вот так вот прямо посередине там русла. Ну, тут и поставлю. Плыву 3 метра от кувшинок. Вот здесь. А эту поставлю на горох. На горох, на горох. С краешку. Совсем. Опа, есть. Метра под 2 глубина, может 1,70 м. Есть. Так, донки расставил, ребята. Теперь поплыву искать по кувшинкам ройки. И одним глазом буду посматривать за донками. А вдруг повезет и будет поклевка на эти донки. Я за все время, сколько рыбачил на эти донки, в прошлом году раза 3, наверное, их ставил, поймал только одного карпика, и то небольшого, где-то на 1,5 килограмма. Так, начну я, наверное, начну с опарыша, а там потом посмотрим. И на червя попробую потом попозже, если на опарыша не будет клевать. Я насаживаю опарышей штук 10. Вот такая вот получается гирлянда. Пучок опарышей. Если вы увидели в кувшинках ройку, подплыли, и он перестал рыться, перестали появляться пузырьки на поверхности, не спешите уплывать, он через минуту, через 2, может в метре, там чуть дальше отплыл, и там будет дальше рыться. В кувшинке комфортно ловить с лодки. Лодку никуда не тянет. На чистом водоеме при ловле по ройках держать лодку на одном месте получается только тогда, когда нету ветра и волны, соответственно. Ну и течения сильного. Если есть течение, будет лодку сносить постоянно в сторону. Или ветерок дует, даже волны нет на водоеме, а просто ветерок дует, лодку тоже будет тянуть в сторону. В этом случае просто помогайте себе веслами. Подплыли, остановились на удобном для вас расстоянии и сразу опускайте в ройку наживку. Опустили, лодку тянет чуть куда-то в сторону, веслом себе помогли. Помогли чуть-чуть раз, пару раз там гребанули веслом, одной рукой лодку удерживаете на одном месте, а второй рукой держите удочку, а по-другому никак. На прошлой рыбалке у меня сошел хороший сазан, и у меня теперь идея фикс — это поймать трофея здесь, все-таки попытаться. Нужно плыть не спеша,
потихоньку и высматривать во всех этих зарослях пузырьки. Смотрите, какая ройка, ё-моё. Вот это роище. И роется. Все в пузырях. Просто. Смотрите, где роется. Прямо под лодкой. Так опускаю, и ройки сразу пропадают. Он роется, роется. Вот это карп. Ройка не сильно большая, но заслуживает нашего внимания. Сейчас мы туда и забросим мормышку. Хорошая ройка. Ух ты, кабанище. Сразу пустил поклевка. Ого. Есть, ребята. Все. Фух. Так. Ух ты. Фух. Килограммчиков 8 будет точно. Сейчас этого парня посажу в мешок, привяжу тут к вымостке чьей-то. Давай, родной. Отлично. Застегиваем молнию на замок. О, руки до сих пор дрожат. Такс, такс, такс. О, смотрите, кто пришел. Котейка пришел. Извини, дорогой, но у меня такая рыба, ты ее не съешь. Вот это борьба была на грани, ребята. Я думал, сойдет. Ну, кувшинка
кувшинка мешает очень сильно. Хороший сазанчик. Я только начал опускать в ройку. Смотрю, не опускается, кивок ровно стоит, не согнутый. Ну, сразу понял, что как я только начал опускать в ройку, он на лету схватил наживку. Подсеки есть. Но бой дал он мне хороший, сазан. Пробовал с самого утра, как выехал на червя, видел пару роек. Опускал, поклевок не было. Поменял наживку на опарыша, сразу поклевка. Продолжаем дальше пробовать. Может еще побольше клюнет сазанчик, но этот килограмм 8, я думаю, точно. Делайте ставки, пишите в комментариях, какой вес. В конце видео обязательно взвешу. Кот сидит, ждет рыбу. Ну, дорогенький, там такая рыба больше тебя раз в 10. Ты ее не съешь. Вот если поймаю маленькую, обязательно тебе дам. О, какие ройки невзрачные. Ну, попробуем, во всяком случае. Фух, это поклевочка была. Ой, какая роечка хорошая. А ну-ка. Может, будем надеяться, что он еще там стоит. Там дальше еще есть ройка. Метров в 10 от меня. А, вон ройка появилась. Я же говорю, он тут рядом где-то стоит. Сейчас мы ему. Главное, опускайте плавненько. Старайтесь как можно плавнее. Ух ты, была поклевка, ё-моё. Ой, гад такой, ну что ты сделаешь? А, смотрите, пузыри пошли. Ох, какая ройка. Сейчас мы ему горох попробуем предложить. Ну и ушел. Стоял. И ушел, я видел, как кувшинка шевельнулась. А вот он где появился, смотрите. А, где он роется. Сейчас. Ну давай. Ничего себе, ройка какая. Все, и куда-то пропали пузырьки. Опа, хороший карпуша. Ух ты. Ого, сломал кончик мне. Ничего себе. Сломал кончик удилища. Вот такой. Офигеть.
подсак. Затянуть его подсак не могу. Давай в подсак, друг. Все. Фу. Есть, ребята. Так, достаем это кабана. Ой. Ух ты. Ну, килограмм 6, я думаю, не больше. Килограмм 6, не больше. Может 7 максимум. А там взвесим потом. Вершинка удилища переломалась в 2 местах. Но у меня есть запасная. И я не переживаю. Ну, правда, дома. Дома есть запасная. Шнур выдержал, крючок выдержал, а вершинка не выдержала. Покажу вам этого бойца. Вот он. Красавчик. Ну, килограмм 6 есть в нем. Там может и больше. Вершинка на этом удилище пустотелая, поэтому такое бывает. Дома есть запасная, дома сделаю. Я просто не смог его поднять сразу из кувшинки, и он затащил удочку в лилии, из-за этого сломал мне вершинку. Вот для этого, друзья, нужно брать второе удилище. Иначе на этом бы рыбалка и закончилась. Это удилище тяжелее Cold Dragon где-то грамм на 100. По ощущениям. Может чуть меньше. Да, кстати, ребята, забыл же вам сказать. Карп клюнул на горох. Я вот это последнее, может, минут 20 плаваю, пробую на горох. И поклевочка была на горох. Шнур у меня на этом удилище такой же 0,35. Крючок, правда, у меня стоит здесь более мощный. Фирмы Гамакацу. Ну, это прям вообще тут. Крючок на очень крупную рыбу. Вот. Так вот. Все. Плывем дальше, пробовать рыбачить. На такой рыбалке приходится немало поплавать. Я уже, наверное, круг 3 делаю по этому озеру. И постоянно нужно всматриваться, искать пузыри. Села бабочка на руку и не улетает. Ай, какая красотка. Плаваю, наверное, около получаса, может даже минут 40. Роек вообще нету. Как будто здесь ни карпа, ни сазана вообще никогда и не было. 10 утра. Все, поднялся ветер. Ветер, кстати, восточный. Поднялось солнышко. И рыбалка закончилась. Не знаю, сейчас, может, еще проплыву. В одно место сплаваю. Если там не будет роек, то буду выплывать на берег. А перед тем, как выплывать, я взвешу самого большого сазанчика. Посмотрим, какой у него вес. Так, смотрим. Смотрим. Ставим по нулям. Опа. Да, 7 700.
Вот это сазан. Я так и думал, килограмм под 8 будет сазанчик. Для сазана это у меня пока рекорд. Так. Смотрим вес второго карпа, который мне удочку сломал. По нулям поднимаем. Ну, почти 7 килограмм. Два места сменил с этими бутылочными донками. И все равно по нулям. Проплыл я по озеру, еще кружок сделал. Нету ни одной ройки. 10 утра. Такое тоже бывает. Ну, в основном роется вся рыба с самого утра или что туда ближе к вечеру. Так и не удалось мне распечатать удилище Феникс новое. Ну да ладно, еще будут рыбалки, еще успею на него порыбачить. Хоть и роек было сегодня немного, но задуманное мне получилось реализовать. Все-таки я поймал своего трофея. Ставьте, ребята, лайки, пишите комментарии обязательно, делайте репосты видео, не забывайте. Всем пока!